Всем привет! Вы на канале Happy Kids. Ребятки, смотрите, кто сегодня к нам пришел. Это же персонажи из мультфильма «В поисках Дори». И, конечно же, пришли они не сами, а принесли классные веселые сюрпризы, которые мы с вами распакуем. Главная героиня этого мультфильма – рыбка Дори. Вот такая красавица, синяя, с желтыми плавничками. Это рыбка-хирург. Она называется рыбка-хирург. В мультфильме она очень добрая, веселая и милая, но она немножко забывчивая. У нее, как она говорит, у меня беда с краткосрочной памятью. И так бывает, что она может не помнить, какой разговор только что произошел, но однажды она вспомнила. Что у нее были родители, отправилась на их поиски. И вот в этом мультфильме она вместе со своими друзьями, вот остальные, которые сегодня к нам пришли и помогли ей в этом, она смогла найти своих родителей. Она большой-большой молодец. Потом, когда она была маленькая, показывают, у нее были огромные глазки, родители называли ее Бусинка. Она была такая хорошенькая, маленькая, с пищалкой, голосочком. Покажи, Дори, что ты нам принесла, какие сюрпризы. Какую-то мышку принесла нам Дори. Мышка, вылезай. Ты какая-то вся такая необычная. Что-то мне подсказывает, что это пловец, мышонок Микки Маус. У него крутятся вот так вот лапки, как у пловца. И, наверное, он ножками тоже может загребать. А ну-ка, давай попробуем. Не ошибаюсь ли я? Да, точно, он будет грести. Видите? Хорошо. Значит, тогда мы сейчас тебя посадим. А потом, когда достанем всех четверых, мы поставим большой бассейн и будете соревноваться, кто быстрее доплывет до финиша. Хорошо, мышка, садись. Уж не знаю, как тебя там и посадить. А это лучший друг нашей рыбки Дори, маленький Немо. Это маленький рыбка-клоун, который был главным героем в первой части этого мультфильма, а во второй вот он помогает Дори найти своих родителей. Его очень легко узнать, у него маленький плавничок, видите, один большой, а второй маленький. Он немножко не развился, поэтому мы его никогда не перепутаем, мы всегда сможем его отличить от других рыбок-клоунов. Очень добрый, хороший, смелый малыш. Покажи нам, маленький Немо, что ты нам принес, какой подарочек. Подарочек. Какой-то еще один морской герой, по-моему, да? Правильно, она умеет вот так вот ластами своими кружить, и за счет этого она плавает. Вы узнали, кто это? Черепашка. Зеленая черепашка с синим панцирем. Хорошо, черепашка тоже. Будешь соревноваться сегодня с нашей смешной мышкой. Уж прямо не знаю, как она там сегодня у нас будет плавать. Садись, черепашка. Остались у нас два героя. Мне очень хочется познакомить вас с вот этой красоткой. Это китовая акула. Ее зовут Судьба. Дори, когда искала своих родителей, сначала встретилась с этой рыбкой. Они узнали друг друга. Оказалось, что они друзья. Потому что когда Дори была маленькая, они жили в соседних разделах океанариума и переговаривались через трубы. У китов очень интересный язык. Дори почему-то его знает, и они говорили вот так: «Спасибо вам!» А вторая ей отвечала: «Пожалуйста вам!» Вот так вот они друг другу пели по этим трубам. Ну, классная. У нее огромное сердце, она очень добрая. Вообще, на самом деле, у нее все огромное, потому что она самая большая рыба в океане на сегодняшний день. Просто огромезная. Ну и тоже с каким-то сюрпризиком, правда, Судьба? Покажи нам, что ты нам принесла. Красавица Судьба. Хе-хе! Какая-то интересная рыбка здесь внутри. Волехвостая. Такие рыбки еще бывают золотые, но у нас белая. Белая с очень красивым, как фата у невесты прямо. Хвост. Вот так она умеет. Вот так.
так бы не сделал. Ой, рыбка, я уже жду не дождусь, как ты будешь в бассейне сегодня плавать. Я думаю, ты будешь очень красивая. Да, очень. И последний наш герой на сегодня. Это осьминог Хэнк. О, ты такой высоченный, даже не могу тебя поставить. У него тут и морское дно, и актинии, и морские звездочки, и вообще вся красота. Он осьминог, но на самом деле он семиног, потому что он где-то потерял свой щупалец. А еще осьминоги умеют менять свой цвет. Они так маскируются и прячутся от хищников, если вдруг на них кто-то хочет напасть. Вот наш Хэнк в мультфильме, он умел принять цвет плитки, и даже горшка с цветком, и даже картины, на которой был котик нарисован. И он так маскировался, что его никто не видел. И для осьминожки так умеет, да. Покажи нам наш семенок что-то. Опа! Ку-ку! Какой нос картошечно-нос розовый. Классный! Тоже хвостиком машет. Глазки у него бум-бум шевелятся. И вообще он такой прикольный, весь радостный, улыбчивый и носатый зверь. Ну вот они, 4 наших сегодняшних спортсмена, которые будут соревноваться за звание самая быстрая рыба или мышка или черепаха. Так, спортсмены наши приготовились, набрались сил, отдохнули. Я предлагаю, чтобы первыми поплыли вот эта вот необычная мышка Микки Маус и картошконосовая розовая рыбка. Да? Пусть плывут. Стой, хвостик, подожди, не торопись. Сейчас мы их заведем прям до самого конца. Чтобы они нам как поплыли, еще и повыпрыгивают сейчас из бассейна. Ой, стой, подожди, ты, ну стой. На старт, внимание, марш! Рыба. Ох, и пловцы у нас сегодня. Один гребет, но по кругу, а второй вроде как прямо, но при этом еле-еле своим хвостом машет. Ну, рыба. Ну, не знаю. Не, ну ты, конечно, молодец. Наверное, у тебя какой-то... Да хватит, стой, все равно никуда не приплыл. Ты же на месте кружился, ты знаешь об этом? Надо было прямо плыть, а ты что делал? Хи-хи, садись теперь, будешь болеть за других. В финал выходит не самая быстрая рыбка, конечно, но до финиша она, по крайней мере, доплыла, в отличие от мышонка. Так, 2 вторых спортсмена. Ой, я так хочу посмотреть, как вот эта вуалехвостая рыбка будет в этой голубой водичке смотреться. Мне кажется, это будет красота. Рыбка наша, принцесска и черепашонок. За кого болеете? Я за рыбку. На старт. Внимание! Марш! Рыба! Ну, рыба! Почему вы все в разные стороны плывете? Мы же вам повесили тут даже перегородочку. Смотрите, всем нравится плавать по кругу. Может, это какой-то современный тренд? А мы не в курсе. Ой, ну, рыбка, ну ты прям вот оправдываешь все мои ожидания. Класс. Хвост, красотка. Черепаха. Лучше бы ты так махала своими лапками, когда ты была в воде. Иди к мышонку. И в финале у нас как-то все очень логично. Оказалось 2 рыбки. Водный финал и водные жители, а не какие-то там мыши. Мыши вон пусть по норкам бегают. 3, 4, поехали! Ай, розовая!
Это была розовая. Нет, еще не все потеряно. Еще ее может обогнать. Вали хвостик. Торопись, торопись, торопись. Ура! И на последних секундах побеждает Вали хвостик. Хотя казалось бы, что розовая рыба уже почти пришла. Но она вот здесь задержалась, закружилась. И наша, ну ты прям умница какая. Мало того, что быстрая, еще и просто умница. Стратегию свою там разработала, обошла соперника на финише. Молодец. Маши всем хвостиком. Не зря я за тебя болела. Класснючая ты такая рыбушка. Плыви. На сегодня все, ребята. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и будем смотреть новые сюрпризы, которые будут нам приносить мультяшные герои в яйцах. Пока-пока! Выбирай новые видео, которые хочешь посмотреть дальше.